Мы, компания DM FarmLab, приветствуем вас у себя. Сегодня мы вам расскажем о лечении экземы в принципе и покажем наш подход к этой болезни. Затрагивая тему экземы, мы сталкиваемся с таким взглядом, так даже написано в Википедии, что причины экземы неизвестны. И, в принципе, она не лечится. Но, тем не менее, врачи упорно продолжают прописывать кортикостероидные препараты, антигистаминные средства, проводят седативные психотропные терапии. Довольно часто используют ретиноиды и даже фототерапию вписывают в этот набор подходов. Если внедриться немного глубже в способы лечения, можно представить, что обычные врачи пытаются наугад подобрать ключик к здоровью. Кортикостероидные препараты используют для снятия отеков, покраснений и воспалений по принципам снижения активности иммунной системы. Антигистаминные средства снижают аллергическую реакцию организма на внешнюю среду. Седативные и психотропные терапии применяют, думая, что экзема находится только в голове. Ретиноиды – это, по сути, группа веществ, входящих в группу витамина А. И в основном синтетические аналоги. Как бы мы ни хотели заменить и усовершенствовать препараты, но до сих пор синтетические аналоги можно принимать только курсом, потому что зачастую они не усваиваются и даже могут навредить. Ну а про фототерапию вы и так все знаете. И на первый взгляд врач, прибегающий к одному из этих способов, прав. Однако люди все равно продолжают болеть экземой или сталкиваться с рецидивами, которые раз от раза проявляются все сильнее. А дело в том, что подобное происходит из-за отношения к экземе. Если экзему рассматривать как отдельную болезнь, ничего не меняется, и пациенты продолжают страдать. Однако все меняется, если экзему воспринимать как симптом. Обратив свой взгляд на исследования, мы найдем ключевой момент, охватывающий все типы экземы. Причина, вызывающая экзему, это проблема с незаменимыми жирными кислотами. Данная проблема развивается по причине двух сценариев – питания и генетика. В последние 50 лет люди все реже употребляют в пищу животные жиры, ошибочно думая, что они вредны, делая упор на растительные масла или вовсе исключают все жиры из своего рациона. Рассматривая генетику, мы наталкиваемся на гены, которые усложняют восприятие к незаменимым жирным кислотам. Однако это не значит, что ничего нельзя с этим сделать. Теперь, зная причину, можно не рассчитывать на везение, а просто заняться лечением и устранить проблему. Если вы хотите самостоятельно избавиться навсегда от экземы без препаратов, наши специалисты периодически публикуют на нашем сайте статьи с советами, которые помогут полностью восстановить здоровье и самостоятельно вылечить экзему. На это уйдет 3-4 года. Но не стоит забывать, что экзема развивалась в среднем 10 лет до первых своих проявлений. Так что 3-4 года не так уж и долго. Однако мы понимаем, что зуд, шелушение, сухость и повреждения, вызванные экземой, мешают нормальной жизни. Поэтому мы с нашими коллегами из Израиля разработали препарат Экзепримул, который обходит некорректные процессы организма и напрямую влияет на состояние эпидермы и дермы кожи человека. Так, например, в состав крема входит витамин С в форме аскорбил тетраизопальмитата. Это единственная некислая форма витамина С, которая с легкостью проникает в клетки кожи, не нарушает pH тела. Экстракт облепихового масла. Само по себе это очень действенное средство, но в том, что можно найти в аптеках, его дозы микроскопические и разбавляются дешевыми аналогами. Мы взяли именно то количество экстракта, которое требуется для быстрого результата. Экстракт масла черного тмина и экстракт алоэ имеют общую функцию антиоксидантного эффекта. Вдобавок к экстракту ромашки и уникальному соотношению этих трех ингредиентов нам удалось увеличить проходимость всех ингредиентов в клетке кожи, не нарушая их целостность, что позволяет сохранить весь потенциал и силу состава Экзепримул. И, например, такие ингредиенты, как D-пантенол и масляный экстракт вечерней примулы, теперь могут ускорить восстановление кожи так, что результат применения нашего крема виден уже в первые дни. Очень важно укрепить мембраны клеток, сосудов и нервных окончаний, которые вызывают зуд. Организму не хватает витамина Е и А, при этом к витамину D в клетках тела существует резистентность. Самый лучший витамин Е и витамин А находится в ягодах рябины. Ведь нужно помнить, что витамин – это не одно конкретное вещество, а соединение веществ, соотношение которых как раз и покажет, насколько витамины будут полезны в отличие от синтетических форм. И если говорить о витамине D, то не каждая форма подойдет для пациента. Витамин D только называется так, но по сути это очень сложный гормон, который влияет на более чем 250 генов человека. Конечно, результаты от крема Экзепримул субъективны.
И зависит от того, чем вы лечились до этого и из чего состоит ваша повседневная диета. Ведь даже растительное масло при чрезмерном увлечении вызывает тяжелую интоксикацию омегой-6. Но это почему-то упускают из виду. Наше решение уникально, потому что мы знаем все корни причин экземы и как с ними бороться. Крем наносится очень тонким слоем на пораженный участок кожи. Между каждым нанесением крема нужно, чтобы прошло хотя бы полчаса. Результат не заставит себя ждать, если в день это будет повторяться от 5 до 7 раз. Приобрести крем можно на нашем сайте. Оплата происходит только при получении доставки. В среднем доставка занимает 5 дней. И мы стараемся каждый наш заказ отправлять курьером Почты России. Экзему сложно вылечить, если не знать, что лечить. Мы знаем. И на нашем сайте мы рассказываем, как самостоятельно это сделать. Если вы не хотите ждать, пока тело восстановит все пострадавшие внутренние органы, а только затем займется восстановлением эпидермиса, уже сейчас вам поможет наш крем «Экзипримул».